Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Так как у нашего видео о посадке черенков собралось очень много лайков и просмотров, поэтому и вопросы есть многие, поэтому я решила продолжить эту тему. У меня вот есть такая очень красивая роза. Это из черенка, вот такой замечательный куст. И я решила, ее тоже подруга попросила, чтобы для нее тоже вот она очень пахнет, чтобы эту розочку тоже ей размножить. Ну и я вот просмотрела, здесь бутоны нельзя, а вот здесь одна веточка только отцвел, идеальный. И смотрите, что здесь есть. Здесь я сейчас обрежу, чтобы видно было. Смотрите, у нас есть как раз вот эта пяточка. И сейчас я впервые покажу, как я черенкую с помощью пяточки и укореняю. Давайте пойдем к ямке, я уже подготовила для нее и покажу, что мы будем делать дальше. Сегодня мы будем высаживать по-новому, в плане того, что будут новые удобрения и будет обязательно укоренитель и фитоспорин К. Это новые новинки в этом году у меня, и они мне очень понравились. Смотрите, это укоренитель очень хороший, на 10 литров воды. Я сейчас его, как раз у меня водичка подготовлена, и я его отправлю сюда. Укоренители есть аминокислоты, витамины группы В, микро-макроэлементы различные. То есть все, что нужно для того, чтобы хорошенько укоренился череночек. И это как раз сейчас не жарко. Я бывало даже один год пробовала и укореняла в ноябре. И у меня все хорошо получилось. Причем даже особо не накрывала, были морозики. И ничего не делала. Сейчас, я думаю, с этими укоренителем. Фитоспорин у меня, он разведен уже. Здесь у меня идет на 6 литров. Я сделала 3 ложки, которые я развела, вот 200 грамм развела в литре и взяла оттуда 3 ложки. Вот такой цвет, не темный и не светлый. Есть фитоспорин, есть у меня, вот надо размешать. Сейчас хорошенько размешаю, вот она такая субстанция, вот это укоренитель, пусть она размешается. А теперь я хочу еще показать, что я буду делать. Ямка выкопана, мы подойдем к ямке, но у меня здесь дерновая земля. Дерновая земля, здесь есть немножечко скорлупы яиц, небольшое количество. И вот я на эту ямку, на эту розочку сейчас снова же новые удобрения, которые я сейчас использую, они мне очень нравятся. Так как погода меняется, смотрите, это у меня смесь рыбной муки и мясокостной муки. Вот на этот куст я 2 горсти спокойненько, можно даже, давайте 3 поставлю. Дело в том, что оно не мешает и плохо не будет. И будет использоваться растением ровно столько, сколько им надо. Возьмет ровно столько в этом году, чуть-чуть, в следующем году. Оно не вымывается из почвы, это удобрение. И оно как раз мягкое. Это органика. И как раз очень хорошо, я уже убедилась по опыту, что это очень хорошая как раз получается. Смотрите, какая земелька получается для нашего черенка. Итак, у нас земелька готова. Готов у нас раствор укоренителя фитоспорина. Ну а теперь пойдем к ямке и будем уже сейчас готовить к посадке наш черенок. У нас очень сухо. Маленькие дождики проходили, поэтому я ямку заранее подготовила и залила дважды водичкой, и вот это все упиталось. Но вот эту вот глину, суглинки, у нас суглинки я выбираю, потому что потом будет тяжело корешкам жить в такой ямке, в такой почве, поэтому я вот это выбираю. Вот так, оно нам не надо, потом разбросаем по огороду. Вот такая ямка, где-то глубиной у меня получается 30 сантиметров. Вот. А теперь на дно, для того, чтобы легко было корешкам жить, я сейчас положу, у меня есть вот раззамоченный кокосовый субстрат. Я просто на дно выложу такую подушечку кокосовым субстратом. И корешки смогут легко
и туда проходить, потому что со временем оно будет как раз очень хорошо, там мягкая такая подушечка. Ну а теперь приступим к подготовке самого черенка. Черенок сейчас буду готовить к посадке. Я здесь выбрала место неспроста. Видите, я сейчас обламываю и рассказываю. Здесь у меня солнышко. И с утра нету солнца, а вот как раз вечером, к вечеру здесь больше всего солнца. Поэтому именно это место я выбрала для посадки. Тут у меня защита, цветочки. Они уйдут, и здесь будет розочка расти. Значит, смотрите, эти листики я убрала. И сразу же хочу... Так, давайте... Вот это, как вот эту низ, как вот эту пяточку отломать. Видно? Надо пальчиком вот здесь. Так, не сильно удачно. Еще раз. О, вот, смотрите. Замечательно. Пусть она остается такая большая, не страшно. Это пяточка. Она хорошая. Все, пятка есть. Теперь я 1, 2, 3, 4, 5... Я даже 6 почек оставлю. У нас все-таки впереди зима. И вот здесь, видите, как раз где-то сантиметр, меньше сантиметра ровный сделаю срез. Вот. И вот эти последние листики я вот срежу вот таким образом. Оставлю буквально кусочки. Вот так вот. Один таким образом. И то же самое с этой стороны. Чтобы оно не испарялось. Ой, упало. Ой. Вот, смотрите, какой он череночек. Вот она пяточка. Вот он черенок. Где-то сантиметров 25. Ну, а теперь остается его посадить. Замечательный такой черенок. Замечательно. Вот здесь корневая система очень хорошо. И вот отсюда тоже пойдет корневая система. Не царапаю, ничего не делаю. В чем прелесть вот этой посадки именно осенью? Сейчас я буду показывать и буду рассказывать. Потому что у меня уже есть опыт, и я пришла к определенным выводам. Итак, вот в эту ямку, где у нас внизу уже есть кокосовый субстрат, я вот эту подготовленную земельку, эта дерновая земля перестояла очень хорошо, она хорошая такая земелька. Плюс эти удобрения, мясо, костная мука. Вот так. И смотрю, чтобы у меня была верхушечка только. Значит, вот чуть-чуть можно ниже. Так, теперь можно присыпать еще. Вот так вот. И сейчас сразу же у меня есть вот этот раствор, укоренитель. Я заливаю где-то литра 3. Заливаю укоренителя. И пусть она, водичка, войдет. Вся прелесть этой посадки в том, что сейчас прохладно уже. И в это время как раз получается, что интенсивно корни не будут расти. Но зато будет спокойно все питательные вещества, которые набраны в этом череночке, они будут использованы по назначению. Если же переморозится лоза или же в погребе, допустим, мы будем резать или сохранять, то я уже испытала, получается, что совсем другие результаты. Оно как будто бы и берется, а корневую систему не может сформировать. А теперь я поливаю 3 литра вот этого раствора с фитоспорином. Фитоспорин К с аминокислотами, там тоже 90 микро-макроэлементов и минералов. Очень хорошее удобрение. И теперь еще раз просыпаю вот сверху. Мне важно сейчас именно бутылкой накрыть. Так, можно еще чуть-чуть. Вот смотрите, я оставляю буквально вот эта почечка у нас будет у земли, а вот это будет здесь. Вот. Есть. А теперь остается что сделать. Беру бутылку, чем больше, тем лучше, и накрываю. Очень хорошо, когда саженец один. Это очень хорошее дело, потому что если несколько саженцев, потом корни нарушаешь, пересаживаешь. Вот смотрите, здесь для корневой системы супер все создано. Подкормочку, укоренитель, все есть. Парничок, домик тоже есть. Теперь вот эта земля, которую я выкапывала, я ее сейчас просто
буквально эту банку вот так засыпаю. Ну, это дома розов, я потом покажу, когда уже будет похолодание. Я еще обязательно сделаю видео еще раз, потому что меня там многие просили, чтобы обязательно вот этот момент показать, как это будет выглядеть. Вот смотрите, я прижимаю, вот, там с помощью водички, получается, как раз растворов, тоже земля сбилась. Вот здесь тоже сбита земелька. Я еще могу и спокойно ногой все вокруг. Все. Розочка посажена. То есть черенок с пяточкой посажен этой красивой розы. Ну, а вот эти цветочки будут сейчас уже охранять мою розочку. Естественно, я вам покажу дальше, что делать и перед зимой, и в зиму. Все будет зависеть от погоды. Мы, Раиса Горяченко и Александр Волик, авторы канала Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы», подготовили для вас это видео, ответ на ваши просьбы, показать, как укоренять осенью. И был еще вопрос, как укоренять именно пяточкой. Вот так отломалась, так и хорошо будет. Ну что ж, удачи тебе, розочка, хорошей перезимовки, ну и просыпания весной. Всего вам самого доброго, уважаемые наши зрители.